Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы ведем наш репортаж с выставки СТТ, которая находится в Москве. Сегодня первый день, самый активный, самый насыщенный, 27 мая. И хотим начать обзор вот с такой необычной и интересной машины. Это КАМАЗ. КАМАЗ этот карьерный. Давайте посмотрим на его технические характеристики. 40 тонн, грузоподъемность 65 тонн, на переднюю ось нагрузка 25 тонн, на заднюю тележку 40 плюс 40. Двигатель у нас КАМАЗ P560, автоматическая гидромеханическая трансмиссия. Ну и в общем вот тут все видите, но вживую выглядит просто монструозно. Узкая кабина, широкая передняя ось. Здесь у нас такие мощные массивные болтяры. Здесь отбойники какие-то. Может быть тут ножка. Ну, клиренс достаточно низкий. Огромная. При моем росте 183. Я вот даже до крыла не достаю. То есть мой рост вот. Чтобы вы понимали. Приятно смотреть на такую машину отечественного производства. По этот вопрос я, кстати, задам. Какое количество здесь отечественных узлов и агрегатов и элементов. Но, в общем-то, чтобы сильно не размусоливать, не растягивать, технические характеристики вы видели. Штука огромная, колеса огромные, 18,0 на R25. Резина у нас, так, Тианли, если я все правильно понимаю. Так, сейчас посмотрим, у нас здесь система пожаротушения стоит. Залезем и немножко посмотрим. Огромный гидроцилиндр. Вот он как раз таки с меня ростом на опрокидывание. И достаточно маленькая такая трансмиссия по сравнению с этой махиной. Внутрь у нас доступа нет. Хотя сейчас, кстати, проверим. А внутрь у нас и внутрь доступ есть. Вот так КАМАЗ выглядит внутри. У Мерседеса тема с зеркалами. Правда, что-то я камеры не видел. И система пожаротушения, спальник, ну достаточно просторная кабина. Здесь такой лоток. Ну и, собственно, автоматическая коробка переключения передач. Но внутри прям приятно. Достаточно давно я был на выставке Лесоруб 21 века в Архангельской области. И вот в современных сканиях было примерно вот так. Кстати, пометочка NFC, то есть что-то можно здесь делать с ключа. Здесь большой брат за нами смотрит, но мы за ним тоже посмотрим. В общем, такая вот машинюга. Приятно, что здесь достаточно комфортно. Ну и вообще аккуратненько, так все нарядно. Кнопки старт-стоп, автоматическая трансмиссия. Ну, понятно, что быстро он не поедет. Тут даже не поймешь, 120, как в детстве мы определяли, сколько машина едет. Вот тут 120 на спидометре. У нас будет возможность задать вопросы техническому специалисту данной компании КАМАЗ. Именно вот по этой модели. Хочу его сейчас подловить и с ним поговорить. Кстати, вот еще лестница есть выдвижная, которая предполагает осмотр. Который предполагает осмотр фургона. Так, пойдемте сзади глянем. А вот люди стоят, они под крышей. Итак, друзья, у нас до специалиста что-то дело не дошло. Он где-то очень сильно занят. Но машина заслуживает внимания. Обратно пойдем, задам все-таки вопрос по локализации. То есть, сколько здесь у нас отечественных компонентов, да, используется, сколько импортных. Потому что знаем сейчас, что могут лепить уже и на, скажем так, китайские запчасти разные лейблы. Ладно, друзья, с этой машиной мы заканчиваем. Пойдем к следующим. Хочется показать вам побольше всего интересного. Итак, друзья, мы сейчас подошли к очень интересной машине. Это машина для разминирования. И Илья нам сейчас расскажет о ней поболее. Всем добрый день. Машина разминирования для противотанковых мин. У нее такой принцип работы, как у немецких, хорватских аналогов. Она должна съедать мину до ее контакта с взрывателем. То есть она идет вперед, разрушает мину постепенно. Часто не происходит детонация. Взрыватель
вырывает или еще что-то происходит, а также концентрируется взрывчатое вещество в передней его части, соответственно, взрыв направлен вперед. Данный экземпляр испытывался в Питере, испытания проходили в самом жестком сценарии, происходил взрыв противотанковой мины ТМ-62 прямо в середине под ротором. Он пережил, вот здесь? да, именно тут, пережил 2 взрыва. После второго взрыва был заменен ротор целиком. Сама навеска полностью сохранила свои функции, не произошло никакой деформации. Замена была только да, только ротора. Да? Он после этого еще сейчас усилен, но сама навеска прям та же самая. Здесь даже можно увидеть пыль, грязь, это все вот с тех испытаний. Полевых испытаний. Да, также я могу показать видеоролики, которые можно будет прикрепить к этому обзору. Там серьезный взрыв. Здесь привод у нее идет требельный? Да, здесь цепной. Потому что скорость вращения небольшая, но при этом из-за диаметра ротора скорость на зубе почти такая же, как на мульчере при 1700 оборотах. То есть он крутится 500 примерно оборотов в минуту, но при этом скорость на зубе все равно большая. Да. Пятно контакта такое, что он не может пропустить мину. Идет в землю, заглубление на 35 сантиметров. Любой грунт, да? Да, любой. Вообще испытания были там просто ПГС, можно сказать, был. Там камни улетали огромные. А у нас беспилотная эта да. машина полностью. То есть у нее, вот я вижу, просто сейчас я тоже покажу, ребят. Вот сверху есть камера, освещение. Какая дальность работы вот от пульта? И заявлено до 2 километров. То есть, это машина для гражданского разминирования, гуманитарного. Уже после военных действий, по идее, когда там рэп не работает и так далее. Но можно сделать со всеми учетами. То есть помех и так далее. Потоньше корпус, да, немножко. Да, также ей управлять можно не только без провода, можно также и по оптоволокну, по проводу, как угодно. Сама машина сделана, за основу взята наша машина Мульчер. Просто у нее убрана, грубо говоря, кабина и уже... А что-то усилено? Да, усилена ее передняя часть, навеска. Проекция, скажем. Да, навеска, ходовка также используется от экскаватора. Можно сделать другую. Ширина какая у нее? 600. Да, 600 можно сделать, 800. Над ставками или саму Нет, гусянку можно шире? саму гусянку поставить. Более широкую. Вот у нас там машина стоит, у нее вот 800. мы чуть покажем, да, ширина машины 2,30, ширина рабочего органа 2,50. То есть трал минный полностью перекрывает машину. Соответственно, по идее, исключено такое, что произойдет подрыв самой машины. Мощность двигателя 400 лошадиных сил. Производительность ее достаточно для того, чтобы копать землю на глубине 35 сантиметров. Именно вот гражданское разминирование, где уже все гуманитарное тихо успокоилось, даже, да. Гуманитарное, да, скажем так, где все уже успокоилось, но остались вот эти вот последствия в виде снарядов, мин и прочего, да, то, в принципе, она поможет сохранить жизни людей. Сейчас после выставки она уже направится на опытную эксплуатацию, то есть испытания она прошла, сейчас уже поедет на опытную эксплуатацию. Дальше посмотрим, от ребят уже вот как это работает. Да. В принципе, штука интересная. А вот при объеме топливного бака, насколько ей хватит работы полного объема? Около 4-6 часов. Беспрерывная работа, да. В зависимости от оборотов, понятно, мотора. Да. Так, друзья, далее нам по нашему пути следования попался Россельмаш. Вот интересный стенд. BL810. Это фронтальный экскаватор-погрузчик, неравноколесный. Смотрится на самом деле так достаточно приятно. Сейчас я вам покажу технические характеристики. У кого, может, такой уже есть, кто успел прикупить. Так, вот его техничка. Оптика такая тоже приятненькая стоит. Аполло. Оптика Аполло. Размерность колес у нас получается 16,9 на 28 шины. Аскенса. Внутрь, к сожалению, попасть не могу, закрыто. Здесь, кстати, до боли знакомая МТЗ-шная ручка открывания двери, как на 20-ке, на 15-ке МТЗ. Слушайте, так вот смотришь, вроде ничего. Написано новинка, не знаю ни стоимость, ни сколько это стоит, какие тут более точные технические характеристики, но выглядит новенько на выставке. Красиво, даже гидролиния, есть выход под рабочий орган. Здесь у нас получается телескопическая стрела. Здесь уже все, плюс вот минус. Оно у всех похоже, начинают и подкрадывать друг у друга, начинают потихонечку подтыривать. Эту тему мы видели
Это мы знаем по более простым экскаваторам-погрузчикам. Это смещаемая ось копания. То есть ее можно посередине сдвинуть, можно сдвинуть на этот край. Это тоже нам знакомо. Ну, по салону вроде тоже ничего. Тут у нас все на трубках, на шлангах. Ну, вот это, конечно, так себе. Так, и далее вот здесь у нас еще идет фронтальный погрузчик ВЛ-530. Блин, кабина тоже красивая, но сейчас покажу ее. Технические характеристики. Ямс 536 на 218 сил. Нормально. Нормально. Кабина интересно выполнена, но как это будет в работе, то есть это вот такое вот склеивание, да, то есть шва, оно выглядит шикарно, но в работе, не дай бог, здесь что-то попадет и разобьется, а это, скорее всего, произойдет рано или поздно, то будет не очень хорошо. Не спрашивал, не уточнял, может, тут какие-то бронированные стекла. Ну, кабина достаточно тоже такая приятная. Минимум кнопок, джойстик, рулевое колесо, вперед-назад. Ну, собственно, по минималочке. Минимально и практично. При каплере. Комплектующие, вот вам, пожалуйста, Россия. Здесь у нас тоже электромагнитный клапана, счлененная рама. Да, ребят, на какое-то суперэкспертное мнение. Вот это, конечно, не очень. Вот. До земли уже ниже уровня. На какое-то суперэкспертное мнение не претендую. Говорю только просто то, что знаю, что вижу. И вот, кстати, кабину сейчас покажу поближе. Вот она. Выглядит круто, красиво и обзорность шикарная, но достаточно хрупко. Большого объема ковш. Так, ну и вот у Маниту затряслись колени при себе. Россельмаш. Тоже интересно посмотреть отзывы клиентов о данной технике. Опять же, до боли знакомая такая же ручка. Ну, в принципе, все цивильно, аккуратненько. Спросить бы, но тут ребята все заняты. Какие тут мосты. Очень много позиций здесь представлено. Не только у Россельмаша, а вообще на выставке. Хочется везде успеть все посмотреть. Поэтому на супер долго задерживаться не буду. Но вот можно по-другому, что ли, как-то. Но все равно молодцы. Не буду судить. Так, тут у нас, наверное, тоже... нет. Здесь, пожалуйста, ЯМЗ. Я когда-то форесином итальянским баловался, видел, был у нас в эксплуатации и в продаже такой. Ну, плюс-минус все устроено также выход на рабочие органы. Пожалуйста, муфты флетфейса. Так, а вылет стрелы я что-то не посмотрел, он 740-й. Ну да, высота подъема груза 7. Максимальный вылет по горизонтали 4. Оптика также тут Аполло. Так, ну все, с Россельмашем вам показали. Пойдем дальше. Добрый день, меня зовут Александр Березко, я представляю производственное предприятие Дор Электромаш. Находимся мы в Республике Беларусь. Сегодня на нашем стенде хочу вам представить экскаватор-погрузчик ДМ-310. Это полностью собственная разработка и собственное производство. Данная машина, хотел сказать в том, что данная машина состоит из 7680 узлов и деталей, из которых 82% это собственное производство. Это полностью равная конструкция машины. Используются мосты Carrara Италия, коробка гидромеханическая тоже итальянская фирмы Carrara. Стоит двигатель Минского моторного завода D245S5 на 110 лошадиных сил, что на самом деле в наших условиях огромное преимущество. Это ремонтопригодность и неприхотливость к нашему топливу, которое можно залить любое, и этот двигатель будет работать. Одна из отличительных черт – это выхлопная труба, которая сразу узнается. Минского моторного. Да. Грузоподъемность данной машины погрузчика 3 тонны, объем ковша 1,05, челюстной универсальный 4 в одном. Полноценный планировщик, бульдозер, челюстной захват, соответственно, погрузка-разгрузка. Экскаваторное оборудование у нас с телескопической рукоятью, установлена уже разводка под гидромолот и гидробур. Глубина копания... Пойдемте туда. Да, глубина копания данной машины 5,5 метров при выдвинутом телескопе. То есть здесь идет регулировка направляющих. То есть если они уже, работа идет интенсивная, где-то стирать всегда можно поджать и дальше продолжить. Да. Чтобы вот убрать вот это разбивание. И получается, муфты тоже знакомые. Да. Да, как на заводе. Такие. Есть такое дело, да. Это разводка под гидромолот и гидробур. Также установлен здесь кикаплер для быстрой смены ковшей. Здесь стоит ковш 60 сантиметров 0,2 куба. Также возможно поставить узкий ковш 0,1 куба, это 35 сантиметров. 0,3 куба, разные планировочные ковши, гидромолот, гидробур. Ну, крайне универсальное
позиция. Большая обзорная кабина. Управление джойстиковое идет экскаваторным оборудованием. Также управление джойстиковое идет погрузчиком. Очень удобная большая обзорная кабина. Поворотное кресло, само собой. И установлен в стандартную комплектацию уже кондиционер. Так, ну панелька, ну тут все достаточно так аскетично, то есть ничего тут такого нет. У нас основные-то вот показатели. Да, это объем топлива, температура двигателя, вольтаж. Это давление, коробка, наверное, да, масло гидравлическая. Это давление, да, коробки. Гидравлика, воздух и ну, тут масса, кнопочки все знакомые нам, белорусские. Вот все эти довольно-таки просто эстетично. Все, что нужно для работы. Да, ничего лишнего. Эта машина создавалась, чтобы ее сделать можно было как можно проще и как можно надежнее. Корыто такое удобное, туда можно что-нибудь закинуть, да, какие-то бумажки, документы, да. Хотел бы еще уточнить момент. Здесь у нас получается же еще смещаемая ось копания. Да, смещаемая ось копания 1180 миллиметров. Смещение идет механическое. Нажимается кнопка, убирается стопорные 4 цилиндра, уходят. Здесь убираются цилиндры и он прямо с собой толкает то положение, которое ему нужно. Это транспортировочное, да? Так, ну нам сказали, что можно не стесняться говорить цену в России на эту машину. Ну, данная машина в районе 9 миллионов стоит. В районе 9 миллионов новая. Новая абсолютно, да. И плюс, ну, где-то, наверное, середина июля мы должны уже попасть в 44 ФЗ, и появятся также дополнительно субсидии. Будет более выгодная стоимость. Да. Хотел бы еще в нашей экспозиции заметить довольно-таки интересную машину, которую знают уже все на протяжении более 20 лет. Это ДЭМ-114. Казалось бы, всего лишь на базе трактора экскаватор, ну что здесь такого? Но эта машина кардинально меняет вообще подход. Начнем с того, как сделана рама. Передняя полурама, задняя полурама. Посмотрите, сколько здесь стоит усилителей. То есть эта полурама, когда между собой соединяется, она берет более 90% нагрузки на себя, а не несущий трактор. Потому что если мы до этого смотрели рамную конструкцию, то здесь уже идет поузловая машина. Это передний мост, двигатель, коробка, задний мост. То, на чем держится трактор. Поэтому мы сделали очень серьезный каркас, чтобы этот каркас тянул всю нагрузку. Мы понимаем, потому что здесь в основном корпус сцепления. Это и лопается. У вас это сделано именно в этом месте. И вот оно пересечение. Потому что даже если мы на обычный трактор просто вешаем погрузчик, лопается корпус сцепления. У меня есть один маленький такой, может, немножко на опережение неприятный, наверное, где-то вопрос. Полуоси вот так раздвигать приходится колеса, что лопаются полуоси. Это по одной единственной причине. Если мы с вами отойдем вот чуть дальше и посмотрим на сам трактор, он стоит ровно. Да. Он стоит ровно в транспортном положении. Соответственно, у нас развесовка задняя ось 60%, перед 40% нагрузка. У наших же конкурентов идет в лучшем случае 80/20. Вот в этом как раз таки присутствует задняя проблема по осям. Когда ломается подшипник в оси, а это расходный материал, ломается у всех. Ну, подшипник, да, бывает прям полуось. Так вот, почему я хочу издалека рассказать. Когда ломается подшипник, он начинает подрезать полуось. 4-5 поломок приводит к тому, что просто не выдержит ось в этом месте, она просто лопается, отвалится колесо. Более 1800 машин выпущено, ни одной рекламации по задним осям нет. Хорошо. Я просто к тому, что все, когда видят именно вот на базе белоруса, они особо не разбираются. Ваше там производство, не ваше, кто-то другие. Все под одну гребенку. Да, полуоси, все рыгает, ездить невозможно. Надо просто ко всему подходить с умом, вовремя менять, наверное, подшипники и обращать внимание на проточку на полуоси. Ну, в принципе, вовремя поменять подшипник не получается. Его меняют только в одном случае, когда он ломается. Да, а в связи с тем, что у нас развесовка 60/40 и довольно-таки загружена передняя ось, и это определяется крайне легко. Когда вы покупаете экскаватор, можно на него посмотреть со стороны. Если капот смотрит вверх, такую машину уже опасно брать, потому что будет проблема с осями. Если он стоит ровно, соответственно, та машина будет работать. За счет чего мы этого достигли? Вот, очень короткий вынос нашего оборудования. То есть он по максимуму придвинут к задней стенке. Смещаемая ось копания точно так же. 1180 миллиметров, механическое смещение. Так, в принципе, очень схож принцип, да. Похожий, да. То же самое. Вся машина сделана с легированных сталей, что одна, что вторая, 10 ХСНД. Во всех шарнирных соединениях идет расточка на координатных станках и устанавливаются металлопластовые втулки. И оси 45 диаметра, довольно-таки большие, надежные оси. Да. Но отличительная черта здесь гидравлика выдает при оборотах 1100 оборотов
112 литров поточность и 230 бар давления в гидравлике. То же самое и на 310 машине, но здесь на базе трактора. Мы смотрим тот вариант, когда, соответственно, с такими показателями эта машина выполняет легко 3 движения одновременно. Подворачивает ковш, поднимает рукоять, поворачивает стрелу, как и должен работать экскаватор. Соответственно, цикл копания у данной машины 9,5 секунд. Как он измеряется? Это траншея, глубина траншеи метр, туда опущен ковш. Включается секундомер, оператор набирает полный ковш песка, высыпает крайне правую либо левую точку, возвращается обратно в траншею. У нас один цикл, да? Да, это один цикл считается. У нас он занимает 9,5 секунд, у наших конкурентов 9,3, а 9,3 это у JCB 30X. Поэтому почему мы и сравниваем с конкурентом JCB, а это на базе белоруса. Предыдущий обзор на нашем канале так и назывался — белорусский JCB. По погрузчику. Грузоподъемность погрузчика тонна, объем ковша 0,8 куба. Также челюстной универсальный 4 в одном. При открытии челюсти это бульдозер-планировщик, закрывается челюсть, это челюстной захват, соответственно, погрузка-разгрузка. И обратите внимание, ширина ковша шире самого трактора. Шире поэтому, когда, трактора, да, когда планировочные работы оператор выполняет, соответственно, следов от колес не остается. Да. Но по кабину мы не полезем. А вот, между прочим, кабину как раз нужно показать. Мы ее расширяем на 270 миллиметров, назад, где позволяет туда установить джойстиковое управление в кабину. Аккумуляторные ящики убирайте. Убираем, да. Это все становится у нас на раму. Не, я знаю, я к тому, что... Вот обратите внимание, кабина ящики в обычном 92P заканчивается вот в этом месте. Да. То есть мы ставим полик. Здесь даже высокорослому оператору уже удобно работать. Ну да, ноги вот по краям. Также поставил, да. 4 джойстика, 2 идут у нас на аутриггеры, а это управление машиной. Да, и плюс остекление. Ну, что на самом деле остекление удобно. Я вот когда тоже тут и снимал обзоры, и были у нас на базе 92P, но предыдущего, хорошо видно все. То есть обзорность хорошая за счет вот этих стекол. Даже вот широкая стойка вроде, но за ней все равно. Все отлично видно. Ну и также в эту машину можно установить и кондиционер для удобства работы оператора. Все-таки это очень важный момент, тот же кондиционер, потому что оператор должен работать и не уставать. В комфорте. Да, однозначно. Да. Ну и давайте перейдем к тому, что стоимость данной машины составляет всего 4 миллиона 600 тысяч. Довольно-таки доступная машина для того, чтобы она выполняла свой функционал. Я абсолютно согласен. Итак, друзья, мы переместились на стенд Sunward. Кто еще не купил детям подарок на Новый год, можете вот такой вот экскаватор маленький им подарить. Я думаю, они будут счастливы. Ну, вообще, вот там сантиметров, наверное, сколько? 20, ну, 30. Ковшик маленький, и цилиндры маленькие по сравнению со всем монстру, что тут стоит. Это достаточно компактно и прикольная вот такая штука. У нас были запуски нашего оборудования мульчеров на мини-погрузчиках Sunward. По-моему, да, 452 либо 458 вообще у нас был. Неплохо себя показал и ротоватор, и мульчер. Да, 4528, да, у нас такой же и был. Обзор есть у нас на канале. На наш взгляд, неплохая машина. Так, здесь у нас еще она и с возможностью дистанционного, наверное, управления, но это, наверное, не от этой, не от нее, наверное, пульт. Хотя тут, вот, это вот от этой штучки. Пульт управления. Вот, пожалуйста. Так, давайте технические характеристики покажу. Так, вот. Ну и также у ребят представлены экскаваторы побольше, и еще больше, и еще больше. И еще больше. Буровые и вся вообще петрушка. Так, 210-й экскаватор. Блин, ну прикольно, конечно. Современные китайцы. Что, все на кнопочках, на джойстиках, на дисплеях. Как в автомобилестроении. Вообще на СТТ представлено огромное количество просто китайцев, и известных, и неизвестных. Всех тут жизни не хватит показать. Здесь вот более младшая модель, у нее вот такая компоновка моторная. Так, а это у нас получается гидробак, распределитель. Достаточно удобно для обслуживания. Радиаторы, охлаждение двигателя. Здесь у нас кассета. И получается уже сзади сам моторчик небольшой. Удобно, удобно. Так, то все, друзья. Здесь мельком, будем двигаться дальше. Друзья, также на СТТ обнаружили интересный вездеход. Может быть, это известно, конечно, известные вездеходы, вот его технические характеристики. 70 км в час может ехать. Плавать, наверное, тоже может. Это я сейчас уточню. Дизель 150 сил. Да, турбированный дизель Cummins 150 сил.
Ну и тут возможные вариации. У нас здесь стоит модификация с КМУшкой вообще. Сейчас мы его со всех сторон посмотрим, а позже залезем в кабину. Итак, здесь у нас колеса Буран с системой подкачки. Но как-то вот тут, на мой взгляд, что-то ненадежненько. Просто шланг силиконовый одели. Ну ладно, тут ребята виднее. Кран, разборные диски специальные. Резина у нас получается 1750 на 720 на 32. Машина большая. Можно ее... Оп, ребята, разрешить, спасибо. Да, можно ее эксплуатировать для разных задач. Для кого-то как хобби, для кого-то в работе. Тут вот везде вот такие вот штуки. Что-то не понимаю, что это такое. А здесь лючок у нас, все понял. Интересно, я люблю во всякие вот эти залазить. Здесь сантехнический у нас кран. Может быть и удобно в любом сантехмагазине. А, вот здесь вот у нас эта емкость либо для воды, либо для топлива. Судя по пробке, для топлива. И здесь кран. Сзади у нас КМУ, что удобно для определенных целей. Вот, пожалуйста, КМУшечка. Тут у нас запасы. Взял все пиво спалил. Да, да. Он скажет, что на бумаге пиво возят. Нет, это зато сколько его влазить туда, вот другой вопрос. Да, влазить много. Да, лебедки, сцепное оборудование. Лебедка позволяет тянуться и вперед, и назад. То есть вперед крюком тянешься, назад через полиспад. По-моему, Уратрак такая тема. Я вот первый раз у кого слышал, это Уратрак. Здесь еще одна емкость. Также с краном. Это тоже либо топливо, либо водичка. Здесь у нас под лопаты крючки. Ну, в общем, грузовой отсек. Грузовой такой отсек не маленький, нормальный. Тут, я так полагаю, что у нас оформляются спальные места. Ага, вот подслушал. В общем, на базе, да, данной машины, она, как и любого такого полукастомного вездехода, можно организовать любые навесные. Хочешь пункт управления при каких чрезвычайных ситуациях, хочешь, вот, грубо говоря, КМУ, ну и вообще под любые задачи заказчика надстройка будет. Вижу, кстати, по этому, как его, по шлангу автономка. Логично, что их на это даже несколько идет. На двигателе, на кабину. Что, вот такая машина? Интересная и необычная. Итак, ребят, мы переместились в павильон. Здесь мы нашли трактор Ярославец. Сейчас покажу технические характеристики. Это у нас бульдозер на отвал. Эта машина у нас планировочная, то есть она для планировочных работ. Здесь 8-горшковый Ямс 238 М2 модификация. Он идет без турбины, 240 лошадей. Поговорили с представителями, сказали, какие новинки здесь у них внедрились, маленькие, но важные. Так как здесь у нас получается высокая нагрузка на переднюю ось, добавили они, вот мы сейчас видим, пневмоподушки. Полностью трактор собран из российских запчастей, за исключением одного, это передний и задний мост. То есть пока мосты только китайские, но есть перспектива, и представители говорят о том, что в ближайшее время, скорее всего, появятся уже и российские мосты. Они научились сами делать коробки, говорят, мы и мосты научимся делать. Ну, желаю ему в этом огромной удачи, они будут большие молодцы, как к этому придут. От себя хочу сказать, что трактор выполнен очень качественно, то есть вот смотришь, и покраска, и рамы, и все очень аккуратно, все где нужно в броне. Единственное, головной цвет, он идет у нас еще пока обычные лампочки накаливания, можно уже и LED ставить. Наверху рабочий свет LED,
У ребят шарфы, атрибутика хоккейного клуба «Локомотив». Он чемпион в этом году. Мы их с этим горячо поздравляем. Так, здесь у нас получается трансмиссию ребята делают сами. Здесь у нас члененная рама. Очень важный момент. С главным инженером по ОТК переговорил. Он говорит, сейчас при покраске ранее появлялась очень быстро коррозия. Спустя там неделю, где клепки. Сейчас они используют специальный грунт австрийской фирмы, который не дает вот в местах соединения обрабатывается. Мне показали фотографии. Во всех местах соединения, где клепки, где клепанная рама, везде обрабатывается этим высокотемпературным грунтом, который предотвращает коррозию. То есть все уже от проблемы с коррозией ушли. Здесь у нас получается 26-е колеса, полностью механическая коробка переключения передач именно вот на этой модели. То есть у данного производителя есть и сельхоз, и мульчерные машины. Чугунина также у них вся отечественная. Гидроцилиндры тоже отечественные. То есть вот единственное, что здесь не отечественное, это мосты. Задний навеска 3-я категория. Здесь всем все знакомо с Т-150. И вот тяга, даже место ее крепления. Вал отбора мощности 150-шный. Так, вот такая вот история. Ну, очень большое количество именно мелочей изменяется и внедряется. То есть вот инженер мне по ОТК рассказал, что ранее, когда мылась кабина керхером вот снизу вверх, вот здесь вот были отверстия, из которых кондиционер воздух забирал, и попадала туда вода. От керхера попадала она в кабину. Сейчас кабина полностью герметична, они этот момент допилили, доделали, что как бы говорит о том, что и при выполнении сельхозработ, да, вот эта вся пылюка и прочая вещь, она не будет попадать, меньше будет ее попадать в кабину, что будет более комфортно. Так, далее у нас получается поставили вот такой вот газлифт на вот, оп, дверь закрылась, и дверь вот чуть-чуть открыли, она сама открылась, то есть у нас дверь сейчас здесь открывается более удобно. Угол изменен открытие двери, чтобы было влазить удобно. Это все вот эти моменты по кондиционеру, потому что течет кондиционер, дверь, сейчас еще и педаль газа покажу. Вот эти все моменты, они были услышаны именно от эксплуатантов. Кто эксплуатирует, ребята прислушиваются к своему потребителю. Так, здесь у нас второе кресло. Рычаги управления, просторная кабина, здесь у нас кондиционер, люк, на случай ЧП его можно вообще скинуть и отсюда вылезти, но не дай бог никому. Уже идет музыка, дуйки. Также здесь у нас 12-вольтовый прикуриватель, то есть розеточку под гаджеты, и можно заряжать свои гаджеты. Так, здесь у нас также, рычаги управления, аптечка, большое количество рычагов. Так, здесь мы смотрим, что у нас тут. Давление масла, температура двигателя, бак, зарядка. В принципе, все, что нужно. Тоже тут вот пневмосистема, обороты. Ну и плюс сигнальные вот эти лампы. И здесь, в кабине находиться очень приятно. Достаточно комфортно. Здесь у нас свет. Обзорность прекрасная. Все, будем ждать, когда у ребят появятся свои мосты. И, в принципе-то, будет все прекрасно. Обращаю на качество покраски. Качество покраски отличное. Так, друзья, вот такой вот у нас быстрый обзор трактора Ярославец. Мы двигаемся дальше. Друзья, еще один очень интересный экземпляр мы нашли. Это у нас трактор Люгонг, 375 модель. Это у нас гибридный трактор. Обратите внимание, у нас всего две педали. Это газ, тормоз. Больше педалей нет. Здесь руль от мотоцикла. Ну ладно, это я шучу. Это у нас подставки для ног, чтобы было удобно оператору. Здесь у нас есть система подруливания, управление светом
и передачами. Здесь у нас омывайка. Большое количество мониторов. Основные характеристики. Также здесь у нас характеристики выводятся. Здесь у нас система автоматического как раз таки подруливания. Джойстик, на котором большое количество кнопок управления. Также вот с этой стороны тоже есть кнопки. Вот, что у нас здесь? Здесь это по валу отбора мощности, включение, выбор оборотов 540, 760, 850 и 1000. Продувка вентилятора, что интересно, там стоит муфта с изменяемой крыльчаткой. Она будет продувать. Так, это тоже у нас вот включение ДАВОМа. Гидравлика, навеска, ручной газ. Но я говорю, самое удивительное, что этот трактор гибридный. То есть вот все эти технологии уже приходят в сельское хозяйство. То есть тут у нас есть второе место, чтобы можно было посидеть пассажиру. Достаточно просторная кабина. Здесь у нас есть холодильник. То есть какой-то обед, водичку, что-то с собой взять. То есть это уже возможно. И все эти гибридные технологии, они приходят в сельское хозяйство. К сожалению, не могу включить, показать весь функционал. Тут у нас, кстати, да, вот зеркала и освещение. Управление зеркалами, подогрев зеркал. Евро-розетки, пожалуйста, трехконтактные. Вот их тут 3 штуки. Так, вот такая розетка, вот такая розетка. Это уже второй образец. То есть данная модель уже отправилась к крупным сельхозпроизводителям на тесты. То есть заряжать, хоть это и гибрид, но заряжать его не надо. Он полностью заряжается от дизеля. Без спарки у него масса 18 тонн, 375 лошадей мощность двигателя. Достаточно освещением, но почему-то оно вот это вот уже пожелтело. Вот по кабине, также вот здесь у нас. Но это модель такая, которая... Это самый первый гибридный трактор, скажем так, в мире. Навеска здесь у нас получается 4-й категории. 4-й категории. Здравствуйте. Здесь у нас 4-я категория, вал отбора мощности. То есть все как у путевого трактора, сцепное. Интересный момент. Это у нас емкость под самогончик. То есть смену дал. Вышел, вот так с корешами стакан поставил. Немножечко насладился самогончиком, закрыл и, собственно говоря, и закончил на этом. Но, если без шуток, это для мытья рук. Тоже очень удобно предусмотрели. Всевозможные гидравлические выходы, центральная тяга. Ну, тут, собственно, мне вам рассказывать-то, наверное, особо нечего. У нас и так все эти моменты знаете, но есть какие-то особенные фишки. Вот здесь, вот так я понимаю, это воздух, наверное. Пока заднюю часть осматриваем. Сейчас переместимся в переднюю часть. Ну, конечно, большенький тоже. Но гибрид. Гибрид. Нет. Вот здесь, собственно, у нас батарея, аккумуляторы, провода. Вообще огромный. Достаточно большой такой отсек. Здесь у нас получается электрическая часть. Удобные, кстати, защелки. Вот сейчас покажу. 18 тонн. Так, это общая мощность. Мощность мотора почему-то именно дизельного не указано. В общем, с виду вот такой красавчик. Очень интересно, в какую сторону дальше данное направление будет развиваться. Так, ну что, друзья, мы вас познакомили с очередным участником СТТ. Ну, а мы пошли далее. У меня сенсация. Попрошайка, да еще и электрический. Блин, мужики, я в шоке просто. Это электро на базе Т-16. Понятно, что переработанный. Силан Т1 с электромеханической трансмиссией. Здесь вот его характеристики. Но давайте я сейчас просто вокруг него пройдусь и покажу. Это у нас, грубо говоря, электропопрошайка. У него стоят вот такие моторы. Так, всем, кто шарит в моторах. У него так вот электродвигатель. В общем, короче, здесь есть гидравлика. Гидравлический у нас идет цилиндр, опрокидывание на правый, на левый борт, либо вперед. Гидравлическое рулевое управление. Можно менять колею. И, в принципе-то вот. Аккумуляторы у нас стоят на этой модели вот здесь. Здесь их должно быть больше, но поскольку это выставка, и ребята готовились, сюда они не установили аккумуляторы. Аккумуляторы идут между лонжеронов. Здесь у нас идут, понятно, проводульки, чтобы никто ничего не трогал.
Так, далее вот мы видим электродвигатели на каждое колесо. Защита IP65, в принципе, говорят, для него хватает. То есть мыть можно. Здесь у нас, как я уже показал, зарядка с индикацией. Зеленая, красная, пожалуйста. Так, сейчас пойдем мы к задней навеске. Здесь, получается, у нас вопрос еще в том, что есть версия данного трактора, она дизельная. Опционально на электроверсию можно установить и вал отбора мощности, поскольку его тут нет. Мы задали вопрос, сказали, что поставить можно. Вперед также тоже поставить можно. Вот тебе, пожалуйста, навеска. Это все у нас работает от гидробака, я сейчас тоже покажу. Задняя навеска. Говорят, конечно, уплотнительные резинки, но не знаю, это так должно быть или нет. Вот. Здесь-то более-менее плотно. Ну ладно, это уже такие мелочи. Собирается эта красота в Чебоксарах. Здесь у нас гидробак, который тоже от электро питается. Ну, в общем-то, вот такая вот история. То есть, блин, классно. Потребители — это виноградники, всякие заповедники. То есть для них, у них есть спрос на данную машину. С электромоторами может тягать прицеп до 4 тонн, как бы колесный, 4-5. Но это мы так тут навскидку посчитали. Давайте теперь в кабину окунемся в роскошь. Чувствуется, что машина новенькая. Пахнет краской. Вот мы дверь закрыли, то есть потолочек мягенький обклеен. Здесь вот эта шторка. Можно на них не смотреть. Опа. Так, ну и что тут? Что тут? Тут у нас форточки. Да все то же самое, наверное, что и в Т-16. Здесь я спросил, тут все вот так вот по хардкору прикручено прям с саморезами. Там у нас какие-то блоки управления и вот такой вот ветродуечка. Сейчас вот так она сделана. То есть чуть-чуть если направить. Ну ладно. Здесь у нас ветродуйка на заднее стекло. Заднее стекло огромное, то есть оно прям в пол. Его открывать, это рукой прям туда тянуться, и оно полностью распахнет. Здесь у нас красная кнопка, ключ. Здесь у нас блокировка, управление гидровыходами. На дисплее, к сожалению, его сейчас включить нельзя, но там выводится информация. Вот тут жгутяра в натяг чуть-чуть. Так, тут у нас получается разъем 12 вольт. В принципе-то вот и все. Свет. Здесь вот еще какой-то приборчик. Но не знаю для чего это. Может быть, скорость показывает. Либо тут то ли флешка, то ли симка. Не знаю для чего это. Не могу сказать. И внизу вот здесь включение печки. Все, педалька, газуля, тормозуля. С этой стороны ручник. И, пожалуйста, подстаканники. Конечно, да, скажу честно, что люксом каким-то не блещет, но действительно это рывок. Это рывок вперед, и действительно заповедникам, паркам и виноградникам это будет необходимо. Электро такие штуки. Работать, объем батареи большой, работать может до 6 часов при средней нагрузке. В общем, если честно, они вот так уверенно закрывается дверь. Если честно, среди всех китайцев уверенно держит оборону наш простой и любимый попрошайка. В общем, ладно, друзья, надеюсь, вам было интересно. Для меня это был вот со всей выставки вообще шок-материал, что попрошайка еще электро. Также дизельная версия, она выпускается. Все. Двигаемся дальше. Итак, друзья, из павильона переместились опять на улицу и набрели вот на такое чудо. Видел, если честно, данное оборудование на картинках. То есть это у нас за основу взят МТЗ-82.1 балочный мост. И на него дооборудуется у нас таким вот оборудованием, да, смещается передний мост. Здесь можно все делать, все работы, кроме грейдирование дороги. То есть, ну вот, я не знаю, нам так сказал представитель. То есть чистить можно, какие-то, наверное, планировочные работы выполнять. Производится это все в Брянске. Выполнено это, период выполнен вот так.
То есть у нас здесь вот эта вот рама идет, к ней у нас установлен гидроцилиндр. Здесь у нас видим мы, это стандартная МТЗ-шная сцепка, мост, рулевые тяги, то есть все это идет МТЗ. Вся вот эта рама, это уже дополнительное оборудование. Здесь у нас также идут гидроцилиндры поворота, гидроцилиндры угла, то есть вот этой лопаты. Я просто, если честно, в таких грейдерах-то не силен, но вот это у нас регулирует угол, то есть как понимаю, так и говорю. Это у нас идет изменение угла, тяга также идет. Кардан, мне сказали, что здесь приобретается ну не отдельно, а можно приобрести при выходе из строя на передний мост кардан в любом магазине. Сейчас я, кстати, с той стороны еще зайду и интересный момент покажу. Здесь у нас электромагнитные клапана. Для меня было небольшим удивлением, что используется насос 32 прямо от трактора, то есть дополнительного насоса никакого не ставится. И дополнительного гидробака тоже никакого не ставится. Бак у нас идет, который вот в кабине, ну вот наш обычный любимый, вот этот вот всем бак. Вот, 25 там литров масла. Вот, сейчас мы зайдем с той стороны, покажем. Сегодня уже выставка к концу подходит, через 15 минут тут всех начнут выгонять. Так, вот хотел бы обратить внимание, я про карданы сказал. Поросенок здесь какой-то свой, потому что это не стандартный, он вот сварен под флянцы, карданы, сказали, просто в магазинах продаются, иди покупай. И там также вот еще стоит еще один такой же поросенок. В принципе, для нас понятно, как это смонтировать, можно все усиленное. Из толстенного металла вот эта вот рама передняя, сколько? Ну, сантиметров, наверное, 5-то, 6-то есть. Здесь на трубках, здесь на шлангах. Ну, что, в принципе, логично. Здесь доступ легкий, поменять можно будет легко и быстро. Основа балка. Комплект дооснащения, нам сказали, стоит в районе 3 миллионов рублей. То есть, если у вас есть балочный мост, вы можете спокойно его переоборудовать под красавца, под такие работы. Также вот есть сменный рабочий орган. Все, здесь у нас выходит питание 12 вольт, клапана, фильтра, и идет растяжка на задний мост. Ну, что логично, потому что про корпус сцепления надо помнить. Давайте посмотрим в кабине, как тут. И вот так еще щеточку покажем. Ну, вроде ничего. Выглядит прочно. Так, давайте посмотрим в кабине. Так, напоминание нам, что тосол залили, все нормально. Можем, если что, ехать. Наша классика, не стареющая. 82-й, тут еще с кожей. Здесь у нас управление светом. Ну, в принципе, все вот как обычно, никаких тут изменений вообще грандиозных нет, кроме вот такого блока, где идет на тумблерах управление. То есть здесь вот мы видим, что вот вправо-лево, здесь угол лопаты, то есть вот и все. Поэтому тут нам все понятно. И вот так это выглядит изнутри. Ну, достаточно хорошая обзорность. Что-то колеса видим, оборудование видим здесь, видим вот здесь. То есть сидим в комфорте, вот видим. Единственное, только передний отвал далековато, его, конечно, видно плохо. Я на грейдерах никогда не работал, даже не пробовал рулить. В общем, вот такая вот история. Интересное решение, да, привлекает внимание. Ну все, друзья, мы на этом заканчиваем. Наше посещение СТТ 2025 закончено. Закончили мы его на красивой ноте на МТЗ 82-м, на нашей теме. Всем желаем крепкого здоровья, хорошего настроения. Надеюсь, вам было интересно смотреть этот сюжет. Здесь огромное количество представлено абсолютно разных производителей. Мы выбрали для нас самые интересные, что близко к нашей тематике. Вот и, собственно, всем крепкого здоровья, огромной удачи, всем крепко жмем руку. Это СТТ 2025 глазами тракториста. Всем всего доброго. Пока-пока.